Приветствую на канале Умный дом Xiaomi. Продолжительность дня в осенне-зимний период почти вдвое меньше, чем летом, и не всегда удобно включать все освещение в квартире. Ночью или в длинном коридоре зачастую можно обойтись ночником. Xiaomi предлагает сразу несколько вариантов устройств, которые срабатывают автоматически, не требуют подключения в электросеть и стоят разумных денег. У себя дома я уже давно использую LED-ночники Xiaomi Mijia. Есть две модели с датчиками движения и освещенности, о которых я расскажу в этом обзоре. Они отличаются как по конструкции, так и по яркости. Продаются ночники на AliExpress по цене менее $10 и в российских магазинах от 700 рублей. Ссылки в описании к видео. Первая модель — это классический ночник Xiaomi Mi Induction Night Lamp. Он имеет диаметр 84 мм и толщину 34 мм при весе 141 грамм. Конструкция ночника достаточно простая. Основной блок с батарейками крепится на пластину, которая с обратной стороны имеет липкую ленту 3M. Пластина надежно клеится как на гладкие, так и на шероховатой поверхности. В комплекте также есть пластиковая накладка для того, чтобы повесить ночник на крючок, например, в шкафу. Внутри, рядом с блоком батареек, имеется переключатель режима работы. Первый яркий имеет световой поток 3,8 люмена и второй 0,7 люмена. Три батарейки формата 2А обеспечивают работу ночника от 6 до 12 месяцев. Я с уверенностью могу это подтвердить. Мой ночник работает от одного комплекта батареек в тусклом режиме уже почти год. Вторая модель ночника Xiaomi Mijia Night Lamp 2 интересна тем, что имеет магнитное основание. Мы уже видели такое у камеры Xiaomi Camera Standard. Благодаря ему можно направить ночник практически в любом направлении. Магнитное основание крепится на стену или на другую поверхность, и уже к нему примагничивается сам ночник. Из-за сферического корпуса он имеет чуть больше габариты – 80 на 62 мм и вес 191 грамм. Свет имеет приятную теплую температуру 2800 кельвинов. Питание тоже от трех батареек формата АА и два режима работы. Яркий световой поток 25 люмен и 3 люмена во втором режиме. От одного комплекта батареек ночник должен проработать от 8 до 15 месяцев. То есть, по заявлению производителя, этот ночник в разы ярче, но может проработать дольше. Как же так, спросите вы? И сравнив оба ночника бок о бок, я получил ответ. Дело в том, что первый ночник имеет большую чувствительность датчика движения. Он срабатывает на расстоянии до 7 метров. Как видите, он расположен чуть дальше, и его перекрывает второй ночник, но загорается он немного раньше. И во-вторых, маленький ночник имеет гораздо более чувствительный датчик света, так как он включается даже не при полной темноте, а уже при слабой освещенности. Ночник с магнитным креплением горит заметно ярче, но включается, когда в помещении практически темно. Это и продлевает срок службы от одного комплекта батареек. Кроме того, вы можете снять его с крепления и взять с собой, чтобы осветить себе путь или комнату без необходимости включать основной свет. Добавлю, что этот ночник имеет и версию с Bluetooth для работы в системе умного дома и автоматическими сценариями. Такая версия стоит чуть дороже, но дает вам новые возможности автоматизации и удаленного управления. Оба ночника горят на протяжении 15 секунд после включения при отсутствии рядом движения. То есть, если продолжите находиться в зоне действия датчика, ночник будет гореть все это время и погаснет только через 15 секунд после того, как вы уйдете. Ночники Xiaomi можно использовать в неотапливаемых помещениях. Рабочий диапазон температур от минус 10 до плюс 40 градусов Цельсия. Их можно размещать как на высоте, так и у пола. Я очень рекомендую такие ночники для использования в проходных помещениях, в детских комнатах, на лестницах и там, где нет возможности организовать полноценное стационарное освещение. Вам не придется включать большой свет или двигаться на ощупь. Я не нашел ни одного минуса у этих устройств. Кроме того, у Xiaomi есть другие модели с постоянным питанием от сети, которые могут гореть всю ночь. Если у вас уже есть ночники Xiaomi, пожалуйста, поделитесь сценариями их использования в комментариях к этому видео. Я уверен, что их множество. Если этот обзор был вам интересен и полезен, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.